Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями, что пишет армянское издание «Новости Армении». Никакого эффекта от усиления вооруженных сил Армении не будет, пока Пашинян верховный главнокомандующий. В общем, армянское издание намекает, пока вот этот вот Пашинян, премьер-министр, главнокомандующий, Армения все время будет проигрывать Азербайджану. Вот, была война, Вторая Карабахская, армяне проиграли, теперь если следующая война опять проиграет, надо срочно Пашиняна менять на кого-то другого, найти командующего. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Никакие действия по усилению или модернизации армянской армии не дадут результата, пока верховным главнокомандующим этой армии является ныне действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вот он сидит, улыбается, там советские истребители Су-30, и вот видите, он сделал фотографию. Подобное мнение в интервью информационному центру «Экромас» высказал военный эксперт Михаил Старосельский, комментируя информацию о том, что Армения может сотрудничать с Индией для подготовки летчиков и оснащения Су-30. Понимаете, уже хотят заменить российских летчиков на индийских. А Пашинян не доверяет уже Путину, этой российской армии, российским миротворцам. И они хотят полностью заменить, чтобы эти самолеты Су-30СМ обслуживали индийцы. Прежде всего возникает вопрос, почему обучать полетам на российских сушках и оснащать эти истребители должны индийцы? О, вопрос интересный, да. Армения больше не считает Россию своим военно-политическим союзником. Ну да, уже не считает. Пашинян считает, что Путин предатель, не помог ему. Сейчас вот не может, как сказать, разобраться с Карабахом. Там, российские миротворцы не помогают ни хрена. И он говорит, лучше мы наймем индийцев, они нам точно помогут. Или индийцы лучше российских специалистов знают, что делать с российскими истребителями. Навряд ли индийцы лучше знают русских, как ремонтировать, как обслуживать эти истребители. Но даже если мы допустим, что это так, то фактом остается главное – недееспособность премьер-министра Армении в качестве военного главнокомандующего. Ну, конечно, Костева главнокомандующий, смех один только. Неужели там нет нормального у них генерала какого-нибудь, который мозги имеет? Так, во время 40-дневной войны армянская армия была достаточно защищена и боеспособна, чтобы отстоять Карабах, пишет это издание. Однако этого не произошло, потому что Никол Пашинян либо был недееспособен на решительные действия, либо не хотел их предпринимать. Что еще хуже, так как это попахивает предательством. Так что же изменилось сегодня? Ну, они считают, да, что Пашинян проиграл войну специально, типа Вторую Карабахскую. Ровно счетом ничего. В Армении тот же верховный главнокомандующий, я хотел сказать говнокомандующий, уже похоже точно, что осенью 2020 года и на те же территориальные потери, но уже в самой Республике Армения, отметил эксперт. Да, уже 140 квадратных километров. Ну, Пашинян заявил, что Армения потеряла. Тут все правильно пишут. Напомним о том, что Армения может обратиться к Индии за содействием в вопросе оснащения и эксплуатации своих истребителей Су-30. Ранее сообщила это индийская компания. В публикации отмечалось, что одной из основных причин, по которым ВВС Армении не использовали свои Су-30 во время 40-дневной войны, была недостаточная подготовка армянских летчиков. В общем, во время войны Карабахской у армянов не хватало летчиков. Я не понимаю, какие там летчики у них вообще. Если самолеты, истребители, неужели есть там армянские летчики? Я понимаю, еще русские бы летчики. Там что-то там Пашинян бы просил Путина, помогли бы. Но я не слышал про армянских летчиков. Неужели у них своя авиаскадрилья и свои летчики есть? Так, в общем, да, была недостаточная подготовка армянских летчиков, а также то, что Еревану не удалось приобрести ракеты
для самолета до начала войны. А, самолеты были, вот эти Су-30, ракет не было, стрелять нечем было. Да, они хорошо подготовились к войне, молодцы. Вот так бы и дальше готовились. Ракеты зачем? Самолеты есть, все, летают, а ракет не надо, мы и так победим. В общем, вот такие новости. В общем, хотят Пашиняна убрать с верховного главнокомандующего, толку с него, как с козла молока, но и вреда, однако, что же никакого, как пел Высоцкий. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.